Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов вчера был задержан и арестован по делу о мошенничестве. За последние дни это далеко не первый человек в больших погонах, угодивший в СИЗО, но все же уделим ему внимание. Чтобы понять, имеем ли мы дело с тенденцией или с единичными случаями, достаточно посмотреть, как часто подобное происходило в прошлом. Видели ли мы хоть один случай ареста высокопоставленного военного или чиновника Министерства обороны до того, как Путин переназначил себя президентом? Не видели. Не было подобного даже в таких вопиющих случаях, когда Пригожин потребовал отдать ему министра обороны Шойгу, а замначальника Главного управления Генштаба, глава военной разведки генерал-лейтенант Алексеев, на это ответил: «Да забирайте, конечно». В любой армии мира такое поведение называется не иначе как изменой. Более того, раньше генерал мог полностью провалить операцию на целом направлении, как Лапин. Мог запятнать себя крепкой дружбой с мятежниками, как Суровикин или Мизинцев. И, в общем-то, две худшие санкции, которые могли для таких генералов наступить, либо тихая почетная отставка, либо отправка в Генштаб или Сирию на номинальную должность. Раньше существовал консенсус, что российский генерал – лицо неприкосновенное. Что если его и наказывают, то делают это максимально непублично и уж точно без привлечения Уголовного кодекса. А что мы видим сейчас? С 23 апреля, менее чем за месяц со дня задержания Тимура Иванова, уже третьего человека в генеральском или приравненном к нему ранге ярко и с большой помпой отправляют на нары. После самого Иванова за ним вслед отправился начальник управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Кузнецов. Вчера бывший командующий 58-й армией генерал-майор Попов. Когда в течение 2 с лишним лет ни одного высокопоставленного военного у вас не наказывали, а тут вдруг генералы стали отлетать сразу в СИЗО почти каждую неделю, то это никакая не случайность, это настоящая кампания чистки. Фигура Ивана Попова здесь интересна тем, что в отличие от прочих жертв последнего месяца, Попов не имеет никакого отношения к команде Шойгу, приведенной им из МЧС и Московской области. Попов – кадровый армейский офицер, который за 30 лет на службе прошел путь от лейтенанта до генерала, от командира взвода до командующего армией. Собственно, должность командарма и генеральские погоны Попов получил уже на нынешней войне. Причем парадокс в том, что отправился он на повышение после хаотичного бегства российской армии из Харьковской области осенью 22 года, которое сам Попов как раз и организовывал. Но сомнительные заслуги, которые привели Попова в кресло командующего армией, не главное, что мы о нем знаем. Главное, что Попов – единственный генерал, открыто выступивший против армейского начальства в ходе этой войны. Бывший командующий той самой 58-й армии, более известный как алкодепутат Гурулев из эфиров Владимира Соловьева, в июле прошлого года вдруг выложил в своем телеграм-канале аудиосообщение Попова к своим подчиненным. Поэтому, честно вам говорю, возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смолодушничать, и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Также поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно за один день световой состряпали приказ министра обороны, вывели меня в распоряжение и от меня избавились. На записи, которая явно не должна была стать достоянием общественности, генерал рассказывает о своем отстранении с поста командующего армией. Причина тому – откровенный доклад Герасимову о положении дел на фронте. В ответ на просьбу Попова провести ротацию хотя бы тех, кто служит на первой линии, Герасимов назвал его паникером и отстранил от командования. Скандал тогда был эпичный. Глава Генсовета «Единой России» Турчак публично обвинил Гурулева в том, что тот сделал из генеральского обращения политическое шоу. Ну а сам Попов стал легендой Z-телеграмма, как пример командира, которому не плевать на жизни своих подчиненных, и он не боится говорить об этом начальству в лицо. Что тогда в башке щелкнуло у Гурулева, вопрос, на который у нас нет ответа. Явно ничего такого делать публичным не планировалось. Очевидно, какая-то солидарность с тем, кто ныне занимает ту должность, на которой ты сам много лет отсидел. Видимо, даже у самых мерзких персонажей где-то в глубинах организма еще бывает какая-то, признаки человечности какие-то. Таким образом, Попов не попадает в схему, к которой мы за последний месяц привыкли.
Происходящее с ним не часть зачистки кадров бывшего министра обороны. Тут ни при чем ни зачистка центрального аппарата министерства в целом, ни передел финансовых потоков. Это персональная расправа над генералом, над которым уже совершили расправу, который уже год как де-факто безработный. Более того, генерал этот прославился тем, что лишился должности благодаря конфликту ровно с той верхушкой Минобороны, которую сейчас громят. На первый взгляд все довольно нелогично, но на самом деле очень даже. Эпоха передела и турбулентностей – это время, когда можно, если не все, то многое из того, что еще вчера было нельзя. Например, вы хотите посадить генерала, который охамел, возомнил себя Бонапартом, стал какие-то обращения записывать и вообще счел себя настоящим военачальником вдруг, а не безыменным чиновником. В таком случае, наверное, не так уж и хорошо его прям сразу запихивать в кутузку. Ведь тогда все будет выглядеть так, будто генерала-правдоруба наказали за то, что тот заступился за простых солдат. То есть будет выглядеть скверно. С другой стороны, когда генерал уезжает в СИЗО в общем вагоне с половиной верхушки Минобороны, его персональное дело будет не столь заметно. В этом и есть главное свойство репрессивной кампании. Это время, когда можно реализовать все давно принятые решения. Момент, которого дожидались папочки с компроматом. Когда изголодавшую по добыче силовую машину можно досыта накормить. Тем более, что сигнал, подаваемый генералитету, не стареет. Нет такого человека, который не понимает, за что именно Попов отправился за решетку. Он отправился туда за то, что охамел. Потому что решил, будто у него могут быть свое мнение и своя субъектность. Эта нехитрая причина будет всеми воспринята верно. Но ошибочно думать, что если вы большой государственный чиновник, особенно в Минобороны, но не только, не записывали при этом никому обращений, то вы в безопасности. Ни в какой вы не в безопасности. Важное свойство репрессивной компанейщины в том, что при ней вся силовая машина понимает, вот сейчас стало можно. Совершенно не обязательно этот нехитрый месседж формальным образом спускать по вертикали. Просто силовики живут в той же информационной среде, и они читают те же самые новости и видят, какой идет погром. И понимают, вот сейчас-то пора. Московская область не сегодня-завтра вообще останется без начальства. Там, кажется, сажают всех, до кого можно дотянуться. Аресты идут и по другим регионам. Короче говоря, тут можно определенно сказать, что мы угадали. После выборов наша дорогая система покажет Кузькину мать всем, кто думал, что он для нее ценен и незаменим. Все, кто думал, что уж в военное это время людей в больших погонах трогать не будут, вот-вот столкнутся с реальностью, которая им не понравится. Основа системы не армия совсем, а силовики, аппарат репрессий. Этот аппарат нужно кормить. В процессе его кормежки совершенно не важно, до какой степени вы были лояльны или полезны, насколько вы были популярны в войсках. Это скорее даже наоборот обернется проблемой. Силовая машина хочет переваривать людей. Это единственная ее функция. В связи с экстренными обстоятельствами, в связи с войной, она на какое-то время переключилась на обычных граждан невосторженных взглядов. Во-первых, граждане это быстро закончились. Кого смогли посадить, посадили, остальные уехали. Во-вторых, с обычных граждан ничего не поимеешь, кроме статистики. Их посадкой место не освободишь, денежку в пользу нужных людей не перераспределишь. У каждого, кто попадет под нынешнюю репрессивную кампанию, будет какая-то своя история. Кто-то воровал не по чину, кто-то воровал по чину, но пришло время поворовать другому. Кто-то нажил себе врагов, кто-то слишком много и слишком громко высказывался. Под одну из этих категорий подойдет любое должностное лицо, начиная с главы муниципалитета или муниципального департамента. А значит, никто не должен чувствовать себя в безопасности. Одно удовольствие сейчас, конечно, наблюдать за реакцией Z-каналов на арест Попова. Неумная радость, которую породило задержание Тимура Иванова, надежда на перемены к лучшему с их точки зрения, приходу в начальство настоящих боевых генералов, все это сменилось фрустрацией. Дескать, товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка, взяли не того, он же не воровал, это другие воровали и врали, а он-то был против. Прям такая совершенно детская, наивная обида на несправедливость. Они же думали, что весь смысл существования российского государства в том, чтобы воевать до победы, воевать как можно лучше и эффективнее.
Думали, что после выборов разгонят всех этих нерадивых чиновников и назначат радивых. А оно вон как получается. Что силовая машина, оказывается, работает лишь по собственной логике и содержит ее не для того, чтобы Киев брать, а чтобы власть сохранять. В таких случаях есть странное сближение между Z-телеграммом и теми, кто обеспечивает работу этого режима, раз за разом становясь его жертвами. Ведь самый последний Z-военкор, который сегодня пишет слезные посты о генерале Попове, и самый большой чиновник, которому шьют дело о взятке, похожи в одном своем заблуждении. Они искренне считают, что для системы есть свои и чужие. Что чужих никогда не жалко. Чужие – это те, кто выступают против войны, выходят на митинги, распространяют ЛГБТ-пропаганду своим фактом существования просто своего. Чужие ходят с цветными волосами. Чужие не хотят не то что маршировать строем, но даже не хотят в этот строй вставать. И отговаривают других по мере возможности. Репрессии к этим людям, к разного рода иноагентам, формальным или фактическим, в такой логике приветствуются и одобряются. Но есть же свои. Те, которые войну ведут, Мариуполь восстанавливают, регионами управляют. Все те, без кого этот режим вроде бы и вовсе невозможен. Каждый из этих своих вполне искренне убежден, что он свой, что его-то точно не тронут, что звериный оскал направится куда угодно, только не в его сторону. Но каждый раз им приходится убеждаться. Такого не бывает. Не бывает, что для врагов у нас расправа, а для своих закон и правовое государство. Права, в отличие от привилегий, бывают либо для всех, либо ни для кого. До них, видимо, искренне не доходит, что смерть Алексея Навального – это очень плохая новость и для них. Ведь режим, готовый так легко расправиться с людьми, готов легко расправиться именно что с людьми вообще, а не только с врагами. Вчера враги одни, завтра назначат других. Вчера, чтобы впасть в немилость, нужно было состоять в открытой оппозиции, а завтра просто лишнего в войсе наговорить. Это не важно. Важно, что система ищет врагов, а если ищет, то найдет. Поразительно, конечно, насколько люди умудряются не улавливать причинно-следственных связей и закономерностей. Поразительно, как они смотрят на каток, который едет по их коллегам, по людям их круга, и вместо того, чтобы хотя бы бежать, куда глаза глядят, продолжают этот каток заправлять и обслуживать. Всем, кто обеспечил Путину переназначение на новый срок, который вот так начинается, стоило бы задуматься, если осталось чем. Вы ж Путина переназначили не тому, кто сидит за границей и пытается просвещать и информировать граждан через YouTube. Вы его назначили не мне. Вы его переназначили себе, на свою дурную башку. Мы далеко, а вы рядом, под самой рукой. Под рукой, которая может и не сегодня, может и не в этом репрессивном цикле, но рано или поздно, и совсем не очень-то поздно, оторвет вам место, о котором вы якобы думали. Мы не собираемся тут проводить никаких параллелей с 1937 годом, с большим террором. Совершенно неуместно об этом всем говорить, потому что аппарата массовых репрессий сейчас нет и не предвидится. Но есть одна важная истина. Те, кто готовили и управляли аппаратом массовых репрессий, делали это против чужих, против условного профессора, которому сошьют дело об измене родине. Для заводского рабочего, расстрелянного за саботаж, для городского служащего, арестованного за анекдот. Но чисто статистически в десятки раз опаснее было быть не рядовым профессором, рабочим или служащим. Гораздо опаснее было сидеть рядом с товарищем Сталиным. Именно в его среде ближайшего окружения репрессии были не массовыми, а почти поголовными. Именно у чекиста, который радостно пытал профессора, было гораздо больше шансов при очередной чистке быть запытанным до смерти, чем у другого профессора. В репрессивных режимах создается иллюзия, что близость к власти – это страховка, гарантия, безопасность. Но на практике, в первую очередь, пойдут по тем, кто рядом. На практике жизнь – это в пасти крокодила. До завтра.